Привет, это Саша Акимов, и сегодня мы поговорим о странной китайской маленькой камере EM1. Всем известен китайский гигант Xiaomi, прежде всего их производством смартфонов. Ну, конечно, современными телефонами они не ограничиваются, они производят вообще все, от туалетной бумаги до технологичной одежды. Но главным источником прибыли для них все же является производство разнообразной электроники. Помимо всего прочего, они вполне успешно выпускали неплохие достаточно экшн-камеры под брендом Yi, так как произносить это название максимально некомфортно для русского человека, и выглядеть я не хочу на протяжении всего видео как маленький мальчик, который пытался произнести твердый знак. Я постараюсь избегать произношения названия и буду называть эту камеру просто M1. Вполне естественным шагом для такой всеядной компании был выпуск, конечно же, фотоаппарата в 2017 году. Это было практически неизбежно. Чтобы не изобретать свой собственный байонет и не вкладывать огромные средства в разработку каких-то новых технологий, они воспользовались хорошей проторенной дорогой, которую испробовали еще при производстве смартфонов. В качестве основы и байонета для своей камеры они использовали открытый формат микро 4/3. Матрицу купили у Sony, а эргономику сенсорного управления с минимумом кнопок они подглядели у Leica TL. Насколько жизнеспособной оказалась эта сборная солянка из заимствований, сейчас мы посмотрим. Корпус, конечно же, пластиковый, благодаря чему он и очень легкий в то же время. Байонет все-таки нормальный, металлический, довольно прочный. Сверху находится кнопка спуска. Она обрамлена крайне неудобным утопленным рычажком, который включать и выключать мне просто физически неприятно. Также сверху находится колесико переключения режимов. Оно имеет хорошие ощутимые щелчки при каждом сдвиге. В центре этого колесика находится кнопка видеозаписи, отдельно вынесенная на корпус. А рядом колесико для изменения настроек. Практически лишенное сопротивления или каких-либо щелчков, поэтому очень неудобно менять настройки. У него такой легкий ход, что едва его сдвинув, можно, или напрочь закрыть диафрагму, или вообще зафейлить экспокоррекцию. В задней части корпуса всего две кнопки: просмотр отснятого материала и переключатель режима фокуса. Всю заднюю поверхность занимает экранчик, на самом деле он всего лишь 3-дюймовый, просто у него огромное защитное стекло и вокруг здоровенные рамки. Не знаю, зачем нужно было здесь делать меньше кнопок или вообще городить такую фигню, если можно было просто сделать, раз экран все равно обычного размера, его гораздо левее и меньше, и здесь кучу кнопок еще можно было бы воткнуть. Видимо, по задумке создателей предполагается, что человек, привыкший к сенсорному управлению экраном смартфона, ему будет управлять удобно и здесь. Но тут тоже есть нюансы. По факту управление реагирует на прикосновение с каким-то лагом, если вообще на них реагирует. Свайп влево вызывает готовые режимы для съемки в JPEG. Это своеобразные пресеты, которые позволяют выбрать, какое цветовое решение будет, там ЧБ какой-нибудь, там попсовое или еще что-нибудь. Но я снимаю RAW, так что мне пофиг на это. Я даже не пытался экспериментировать с ними. Свайп вправо вызывает меню, в котором крайне мало настроек. Листать его очень неудобно. Боишься, что сбить что-то случайно. В первых прошивках вообще было настолько скупо с настройками, что доходило до нелепости. Например, поначалу нельзя было выбрать съемку в RAW плюс JPEG. Только, был или RAW, или только JPEG. Чтобы поменять баланс белого, тоже нужно было обязательно заходить в меню каждый раз для этого. Также нужно было каждый раз менять режим фокусировки и ISO, заходя в меню. Это просто какое-то безумие. Но, к счастью, они со временем, выпуская новые прошивки, исправили эту проблему. Сейчас здесь добавилось
быстрое меню, где можно получить доступ к основным настройкам, таким как ISO, метод фокусировки. Еще один фейл – это объективы, с которыми камера была выпущена. Их было всего два. 42,5 мм f1.8, который мог переключаться в макрорежим, но тогда его светосила падала до f3.5. И стандартный зум 1240, f3.5, f5.6. В целом можно сказать, что качество картинки с этих объективов не было столь уж ужасным, как можно было бы предположить, но их огромным недостатком было ужасное качество исполнения. Они были сделаны из просто дешманского пластика, а еще у них было кольцо ручной фокусировки, которым воспользоваться было нельзя, потому что это кольцо было декоративным, что вообще крайне смешно. Благо на камеру можно поставить любые объективы от Olympus и Panasonic, потому что все-таки здесь открытый стандарт микро 4/3, и таким образом проблема с объективами решается для данной камеры. Камера хорошо себя чувствует с маленькими и легкими праймами. Ну, можно также нацепить, как и я в данном случае, какой-нибудь 15 мм f1.7 по налейку, что уже какая-то многоуровневая ирония, потому что и здесь закос под лейку на лицо, и здесь закос под лейку на лицо. Хотя, ну да, для этого объектива хотя бы лейка действительно делала оптическую схему, но производился он не у меня в данном случае вообще даже DJI-овская его версия, а не Panasonic-овская. То есть у меня такой двойной Китай и Xiaomi с DJI в комплекте. При том, что камера очень маленькая, в руках ее все же держать удобно. Хват у нее не сказать, что анатомический какой-то, но он довольно удобен, а с легким объективом на камере можно ходить с ней в руках, в общем-то, часами. SD-карта расположена не в отсеке с батарейкой, как это частенько бывает у мелких камер, а за шторкой сбоку, там же, где HDMI и microUSB порты, что, в общем-то, правильное решение. Сама же батарея не то чтобы супер мощная, но на 300-400 фоток ее вполне хватает. У камеры 81 точка фокусировки по контрастному методу. Можно, конечно, не только фокусироваться по одной точке, но и зоны выбирать, а также можно фокусироваться просто тапами по экрану. И вот тут кроется еще один фейл. Например, хочешь ты ткнуть в экспокоррекцию, и у тебя камера фокусируется на угол. Просто потому что зона фокусировки находится в непосредственной близости к той точке, которая предполагается под тап для экспокоррекции. То есть я сейчас, в данный момент, только с третьего раза попал в экспокоррекцию пальцем. И не потому, что у меня какие-то огромные пальцы, они совершенно обычные. Электронного затвора у камеры нет, поэтому крайне сложно снимать стрит-фото. Механический затвор у нее ужасно громкий, и я бы сравнил его звук с какими-то ощущениями, будто тебя камбалой мертвой хлещут по лицу. Такие просто невероятные шлепки, просто оплеухи каждый раз, когда ты что-то фотографируешь. Фокусируется камера более-менее быстро, но в темноте крайне неуверенно. Я бы даже сказал, едва-едва. При этом не очень понятная ситуация с фокусировкой по лицу, потому что можно только по лицу включить фокусировку, при этом нельзя включить фокусировку по глазам, ее просто нет на этой камере. Плюс иногда камера не слишком бодро определяет лица в кадре и почему-то влюбляется в задний план. Ну, это происходит не так уж часто. В целом, если лицо к тебе повернуто фронтально, она его не теряет. Но если оно хотя бы в 3/4 становится, или слегка поворачивается, или, допустим, человек опускает немножко глаза вниз, то камера способна легко потерять его из виду. Также частенько приходится делать дополнительные дубли, потому что камера говорит тебе о том, что она сфокусировалась, прямо сигнализирует, зеленая точечка загорелась. Если бы у меня звуковые сигналы стояли, как у гомосека, то она бы еще и пикнула со звуком, но при этом на самом деле она не сфокусировалась. И увидеть это не всегда можно. Она
все-таки обладает не таким уж огромным экраном. Увеличения, например, при ручной фокусировке у нее нет. Есть только пикинг. Причем эта ошибка фокусировки связана конкретно с программным обеспечением. Никаких вопросов объективы, которые я использую на других камерах, у меня точно не вызывали бы. Если уж я заговорил о глюках, то хочу вспомнить, что у меня камера, например, пару раз выдавала интересные сообщения на экран о том, что карта переполнена, хотя я еще успел сделать буквально 2-3 снимка. Стабилизатора на матрице, в отличие от других современных камер на стандарте микро 4 третьих, у камеры нет, поэтому для того, чтобы избежать смаза, придется уже все-таки поднимать ISO в каких-либо динамичных сценах. И вы сами должны понимать, что более-менее сносная картинка тут до 1600 ISO. Дальше это уже дело вкуса, на мой взгляд, это, конечно, мусор уже. К слову о матрице, она достаточно хороша. Это матрица производства Sony на 20 мегапикселов. Она крайне похожа, по моим ощущениям, на те матрицы, которые стоят в Panasonic G9 и в Olympus OMD EM1 Mark II, ну, собственно, и Mark III тоже. Света и тени у нее, соответственно, тянутся вполне прилично. Единственное, что, конечно, баланс белого не всегда выдает супер уж красивые цвета, они достаточно какие-то блеклые, невзрачные. Но это вопрос уже к процессору. Матрица-то справляется на все 100%, а вот процессор и программное обеспечение камеры, опять же, не вывозят. Также забавно отметить, что производитель рекламирует наличие в своей камере возможности съемки в 4К, но забывает упомянуть про нюансы. Да, камера, конечно, снимает 4К, 25 кадров в секунду, но в режиме видео нет ручных настроек и нет стабилизации в 4К, только в Full HD, что, в общем-то, делает эту возможность достаточно спорной. Снимать видео в авторежиме в 4К я могу с тем же успехом и на свой смартфон. Я думаю, что качество будет не сильно хуже. Я считаю, что Xiaomi совершили серьезную ошибку в позиционировании своей камеры на рынке. Такую же, в общем-то, ошибку в свое время совершил и Samsung. Они выпускали камеры в массе своей достаточно любительские, для людей, которые привыкли к сенсорному управлению на телефоне, какие-то вот эти вот совершали кивки в сторону простого потребителя, так называемого. Но простому потребителю камера вообще нафиг не нужна. Ему нужен просто телефон хороший, который будет снимать, и он не будет думать ни одной секунды. А если уж ты взялся делать камеру, то сделай ты уже ее нормально, по-человечески, чтобы там были кнопки, органы управления нормальные для человека, который хочет ею действительно управлять и получать какие-то творческие возможности, а не просто жмякать кнопку в авторежиме беспрерывно. Это времена таких камер уже давно прошли. Как результат многих спорных решений производителя, так и масса программных ошибок и недоработок. В общем, камера вышла сырой. Все это сделало ее продажи ничтожными, никому она оказалась не нужна. Конечно, на протяжении целого года выпускались новые прошивки, которые исправляли многие серьезные недоработки, добавляли какие-то новые функции, позволяли сделать настройки чуть более гибкими. Но вскоре Xiaomi, как и со своими телефонами, быстро забросила поддержку камеры. Вероятно, они посчитали свой опыт неудачным и просто постарались о ней забыть. Хотя, на самом деле, если бы они приложили еще немножко усилий, то, возможно, смогли бы довести ее до ума, и я не был бы столь критичен по отношению к ней. Да, многие программные ошибки в течение 2017 года были исправлены, и если бы они еще немножко постарались, возможно, они бы и оставшиеся ошибки исправили. Но невозможно исправить ошибки в эргономике. Если камера изначально была крайне плохо скроена, у нее были неудобные кнопки, у нее был фиговый сенсорный нечувствительный экран, то такую проблему можно решить только выпуском совсем новой камеры. В принципе,
камера, которую выпустила Xiaomi, могла бы стать таким дешевым клоном лейки и вполне бы зашла людям, которым на лейку денег не хватает, но хочется, так сказать, приобщиться к чему-то похожему хотя бы. Стоила бы она 1015, вопросов к ней было бы гораздо меньше. Но на выходе она вообще-то стоила 35 тысяч, и это довольно приличные деньги для камеры такого класса. За эти же деньги можно какой-нибудь Panasonic или Olympus недорогой купить и вполне себе наслаждаться съемкой, потому что те камеры будут действительно хорошо скроены, у них будет приятный корпус, даже, возможно, металлический, а не пластмассовый. У них будет куча кнопок, как минимум стабилизатор у них будет на матрице, и фокусироваться они будут точно гораздо увереннее. Я бы отметил только одно достоинство у этой камеры. Действительно хороший сенсор, который в связке с качественной оптикой от Olympus и Panasonic выдает неплохие результаты. Можно с ней добиваться каких-то качественных снимков. Но все остальное вызывает недоумение. Ужасный процессор, который не справляется с хорошей обработкой картинки, дурацкий автофокус, который постоянно тебя обманывает, что он сфокусировался, но на самом деле нет. Я все же надеюсь, что корпорация Xiaomi не забросит идею с выпуском фотокамер. Возможно, они осмыслят свои ошибки и смогут выпустить по-настоящему хороший фотоаппарат. Все-таки их производственные мощности вполне это позволяют.